Здравствуйте, дорогие мои. Что случится с минуты на минуту? Что произойдет такого с минуты на минуту? Смотрю на, естественно, мистическом Ленорман. Что случится с минуты на минуту в твоей жизни? Что произойдет? Девочки, кого пугает слово «случится»? Блин, пускай кого будет произойдет. Что произойдет, что случится, что будет с минуты на минуту у тебя? Сейчас просто подыши и настройся на то, чтобы принять эту информацию. Что такое произойдет с минуты на минуту у меня? Ага. Это что-то касается лично буквально вас, лично. Что-то вот именно в вас случится, какое-то понимание того, что вы готовы к переменам. Вы захотите, вот вы просто реально захотите каких-то перемен, связанных, возможно, с внешностью. Просто резко что-то хотите, я не знаю, перекраситесь, поменяете стиль одежды, что-то в себе можете изменить. Реально какая-то перемена. Причем в такую сторону, когда вы захотите выглядеть просто на все 100 и выше баллов. Окей. Ну, это можно, в принципе, каждый день. Пускай это с каждой минутой только улучшается, и вы эти решения не только принимаете, но и делаете. Дальше. Что случится с минуты на минуту? Что случится с минуты на минуту? Так. Здесь произойдет какой-то разговор, может быть. Причем кто-то вас, может быть, в разговоре какой-то человек вызовет на прогулку. На прогулку. Может, просто прогулка будет, вы будете гулять по прекрасному месту и встретите какого-то очень мудрого человека, который вас сможет как-то сориентировать, да, вы как-то получите какую-то весточку о чем-то важном. О том, когда у вас, вот как знаете, как все пазлы складываются воедино, вы понимаете, о, точно поняла. Здесь наслаждение идет, вы как успокаиваетесь и приводите себя в норму. Здесь может быть вот действительно разговор двух и более людей о чем-то очень важном, но это не пустой разговор. Этот разговор может быть как между просто людьми, не связанными какими-то чувствами, да, а может между мужчиной и женщиной. Разговор может зайти в легкой форме о принятии очень серьезного решения. Например, типа шутя, мужчина может вам закинуть идейку, а не вышла ли бы ты за такого мужчину, как я, замуж. Ну что ж, будьте готовы. Дальше. Что еще случится с минуты на минуту? Вы что, это себя ругать надумали? Прекращайте. Прекращайте. Не нужно себя долго ругать. Поругали и хватит. Вы найдете какое-то решение, очень важное решение. Это как ключ какой-то, может быть, даже к чему-то. Вот просто пока будете себя самобичевать, да, вы найдете какое-то решение. Резко оборвете себя на этом моменте, и для вас как откроются новые дали, новые перспективы. Вот вы, вот знаете, вот как первой картой вышла ваша карта, да, это все только на то, что будет вот как-то в вашем какие-то осознания внутренние происходить. То есть тут нет как таковых, да, особых каких-то событий с внешнего мира. Вот. И то, если есть, вы как заметили, да, то эти события внешнего мира предполагают то, что вы все-таки сконцентрированы на себе. Что еще случится с минуты на минуту? Давайте смотреть. Итак, с минуты на минуту случится. Вы из какой-то книги почерпнете очень важное знание и придете в такое благостное состояние. Книга это может быть вы просто будете какие-то курсы проходить, найдете что-то, да, то есть с минуты на минуту. Это все-таки, ну, у каждого ведь своя ситуация, да, это может быть растянуться немножко дольше. Не прям вот бах и сейчас это случается. Пускай это в течение, там, допустим, какого-то времени, полудня хотя бы, да, вы найдете какую-то информацию. И эта информация довольно, вот как-то вы ее воспримете. Может, вот вы сейчас слушаете этот расклад, и вы эту информацию принимаете для себя, либо раскрываете книгу какую-то, да, принимаете для себя как более глубоко, чем приняли бы когда-то в другое время, либо более глубоко и мудро найдете какое-то мудрое такое зерно, и мудро, чем
а, например, какой-то другой человек, вам так прям вот видится даже это, да, и для вас это как понимание того, что все-таки вот классно, да, это вот какое-то даже такое настроение у вас будет, вибрации повышенные. Так, что еще случится с минуты на минуту? Давайте вот этим и закончим, да. Тут мужчина вышел все-таки. Я и хотела уже как-то ближе к концу, вот, потому что, как вы говорили, что слишком много для с минуты на минуту, но если так подумать, вот этот момент, оно иногда бывает вот буквально вот случается все сразу, и вот это вот просто бывает в моменте происходит, вот то, что я, допустим, сейчас сказала, но это не воспринимается, да, но в любом случае, ну, подсознание, оно все-таки более мудрое, чем разум, поэтому оно это понимает, да, что вот так может быть. Вот, поэтому, мои дорогие, слушаем, что тут о мужчине хотят сказать. Какой-то мужчина ищет к вам след и закрыт. Вот с минуты на минуту, говорят, он не проявится. Но почему нам это показали? Давайте так, раз тут уже гроб, тут могут закрыться вообще какие-то отношения, какие-то завершиться. Но он как ищет след к вам. С минуты на минуту какой-то мужчина закроет к вам путь. Что это такое? Давайте вот именно эту ситуацию разберем. Что это такое? Он может вам, возможно, об этом сообщить. Например, мужчина договаривался с вами там о какой-то встрече, может, звонке и так далее, да, и в какой-то момент у него не получается, ну, либо там по его каким-то причинам что-то не выходит. Так вот, этот человек, он может вам об этом сообщить, сказать, что не получается, допустим, встретиться, да, то есть какая-то ситуация закрывается, связанная с мужчиной. Тут может быть даже до такого дойти, что, может, какие-то отношения закроются. Но насколько это серьезно для вас? Ага. Ну, вы-то, в принципе, в ситуации, когда, типа, он говорит, я не приду, а вы такая, ну, я-то все равно дома, ну, не придешь ты, не придешь, я займусь чем-нибудь другим, либо позвоню там знакомой, либо кому там, и пойду с ней гулять. То есть вот у вас какая-то спокойная такая ситуация внутри. Это как пример, да, я говорю. Какая ситуация, связанная с мужчиной, может закрыться? Вот завершение этой ситуации. И как объяснение я здесь вижу такой момент, когда это что-то как по накатанной ходило, вот одинаковые какие-то действия могли быть, да, либо все было как-то так странно, увязало, может быть даже так, да, то есть ситуация как-то грузла и грузла, все как-то дальше в болото вы заходили. Вот какая-то постоянная, да, ситуация, какая-то мутная какая-то. Эта ситуация перестает быть. Если мужчина не проявлялся, в данном раскладе говорят, что вот он будет делать так, как не делал раньше, да, проявится. Поняли? Поняли? В любом случае для вас это хорошо. Если не проявлялся, проявится. Если, в принципе, вы общались, тут, наоборот, идет перемена, да, закрыто. То есть какой-то мужчина. Расскажите, как это все, да? Вот вы описываете. Мне так нравится читать, но я научилась настолько быстро, бегло читать комментарии, что я не успеваю ставить лайки. Но иногда, вот когда очень сильно цепляет, либо я вижу человека, ну как это? Короче, как будто бы знакомая уже, знаю ее, да, этого человека. Вот. Те люди, которые вот особенно финансово благодарят, да, я ведь каждого, ну, как прочитываю, благодарю, да, Вселенная посылаю вибрации, вот, и я эти фамилии знаю, вот, но иногда, конечно, и их не замечаю в комментариях, ну, простите меня, дорогие. Так, хорошо, так, давайте совет вам вообще на этот момент, на который ты смотришь, вот тебе сейчас совет. Придумали, Вселенная сейчас дает тебе совет. Раскрывай свои паруса, двигайся вперед.
Знай, что тебе помогает Вселенная, знай, что у тебя есть друзья на пути. Если тебе кажется, что ты их не видишь, они есть. Они безмолвно тебе служат. Кто эти друзья? Может, это просто ангелы, может, это просто ты, твоя душа, да, она как друг. Будь всегда на позитиве, старайся хотя бы так быть. Не нужно быть ни для кого хорошей, ты такая, какая есть. У тебя паруса такие, какие есть, как говорится. Других нет сейчас. Когда ты захочешь, когда ты пристанешь к гавани какой-то, да, ты можешь поменять эти паруса, если захочешь. Но у тебя сейчас они такие, какие есть. Они тебя несут в новое какое-то путешествие. Вот так вот. На подсознание выбор делай, смело делай выбор. У тебя есть все для того, чтобы, все знания для того, чтобы этот выбор сделать правильно. И какой бы ты выбор ни сделала, да, ты можешь всегда все-таки наступить и понять, что если это не твоя дорога, развернуться и переступить на другую дорогу. Ведь правда? Ну что, вот такой вот был сегодня расклад. Благодарю, дорогие, за все, за лайки ваши, за комментарии. Прекрасные комментарии, за вашу финансовую поддержку. Спасибо вам, дорогие. Всех вижу, всех чувствую душой. Благодарю также за то, что вы доверяете мне и смотрите другие мои каналы. Их в описании еще несколько штук. В описании к видео есть ссылочки. Перейдите, пожалуйста, вот в этом видео есть внизу. Разверните и посмотрите. Там все мои данные есть, которые, как меня найти и так далее. Далее есть канал, где я смотрю на судьбу Украины. И этот канал, я надеюсь, постепенно как-то, дай бог, когда чем быстрее закончится война, да, я буду как-то, может, перепрофилировать. Но в данный момент я смотрю именно на это. Благодарю, кстати, за финансовую поддержку. Пускай в разы больше возвращается. Пускай так и будет. И часть средств, знаете, что я отдаю на нужды ЗСУ в тот момент, пока здесь ситуация нестабильна. Ну что, всего доброго, дорогие мои. Пока-пока.